Второе обучающее видео про Premiere Pro. И тема данного видео — это переходы. Переходы обычно я делю на три типа, на три категории. Это простые переходы, переходы, которые не требуют многих затрат и времени. Такие переходы обычно есть в стандартном классическом приложении Premiere Pro. И чаще всего используют переходы просто сопоставлением одного видео к другому, то есть без самих переходов. Это используется для быстрых эпических сцен, либо же для экшн сцен. Переходы средней сложности. Это обычно переходы, которых нету в Premiere Pro. Они идут как плагин и они идут паками, то есть по 40, например, переходов в одном паке. Эти переходы я использую для видео с путешествиями или же можно применять во влогах. Тоже красиво смотрится. И по моему мнению, наиболее красивые переходы с 3D графикой, они более требовательные к компьютеру и по времени. Это переходы, которые делаются в After Effects. И чаще всего эти переходы используются в играх. И все я их сегодня вам покажу и расскажу, как установить и использовать. Поехали! Сначала я покажу средние переходы, а потом уже более сложные. Про простые переходы и смысла говорить нечего, они и так легко делаются. Приступим к установке. Вы скачиваете по ссылке в описании с Google диска вот такой архив. Разархивируем его, допустим, извлекаем, вот он у нас. И тут видим переходы и два пака переходов. Открываем Premiere Pro. По желанию можно переместить эту папку допустим, на диск D. Ну, туда, где вы ее не будете удалять. Запускаем проект. Данный проект это у меня с этим видео. Вот. Допустим, для начала заходим в эффекты. Если же этого окна у вас нету, мы можем добавить эффекты через окно, либо Window в английской версии. Заходим, нажимаем правой кнопкой мыши на папку любую. Нажимаем импорт шаблон. Заходим туда, куда мы положили переходы, пак переходов. Вот. Импортируем сначала первый. Так, вот у нас отобразился он. И импортируем второй. Вот, у нас они появились. Вот это glitch, здесь color и так далее. Вы можете их переименовать как-нибудь, но я оставлю так. Теперь, допустим, нам нужно наложить переходы. Расскажу вкратце, как их использовать. Добавляем видеофайлы на таймлайн. Допустим, нам нужно соединить вот этот кадр с этим. Показываю, как использовать первый пак. Допустим, нам нужен зум, transition. Выбираем первый. Допустим, я хочу наложить первый. Выбираем стыковку видео и с зажатым шрифтом и стрелочкой отступаем кадров 20 и режем. И также со вторым видеофайлом. Потом нажимаем «Вложить» и накладываем эффект «Переход». Вот. Как вы видите, у нас переход получился. Также можно и с другими. Допустим, Scratch.
Нажимаем «Вложить» и накладываем. Вот у нас получился такой переход. Как использовать второй пак? В принципе, точно так же, но немного по-другому. Мы здесь просто не нажимаем кнопку «Вложить», а сразу же берем сначала первый, потом берем второй. И вот так получается. Либо же можно какой-нибудь другой наложить. Точнее, где есть end и start, это нужно делать вот так. Где только один он, то нужно будет вложить. Нажать. То есть мы нажимаем «Вложить», и у нас получается так. Вроде бы все. Переходим к более сложным переходам. Все эти переходы есть и были на YouTube до этого видео. Но я стараюсь сделать это видео более понятным и удобным к установке и использованию переходов. В категории средних переходов я взял переходы из двух видео и соединил их. Но сложные переходы, они только из одного видео. Так что давайте я возьму это видео и озвучу еще несколько непонятных моментов, которые были непонятны лично мне, но может быть и вам тоже. Все ссылки на оригинальные видео из этого видео есть в описании. Поехали устанавливать сложные переходы. Разархивируем архив, там находятся два архива. Открываем первый архив, заходим в папочку C, программ файл x86, command файл adobe cep. Вот на данном моменте, если у вас нету этой папочки cep, просто создайте ее. Ну, нажмите создать папку и создайте папочку cep. Назовите ее английскими буквами. Как-то так. Смотрим дальше. Потом видим одну папочку, либо если же ее у вас нету, также создайте. И перетаскиваем сюда элементы с Motion Bro. Нажимаем продолжить. Заходим в эту папку и видим два файла под After Effects 2019 года и под After Effects 2018 года. Если у вас After Effects 2020 года даже, я поставил 2019, у меня все работает. Так что ставим 2019, если у вас 2019 года. Ну и 2020 тоже работает. Открываем After Effects. Preference, General. И здесь allows scripts to write files to access network. Но это в английской версии After Effects. У меня же в русской версии я долго искал, где же это находится. Сейчас я вам покажу, где она находится в русской версии. Adobe After Effects. Вот, как вы видите, он у меня 2020 года. Отправка, настройки, общие. В общих, как вы видите, у нас их нету. Вот, сценарий выражения. Разрешать сценариям выполнять запись файлов и осуществлять доступ к сети. Вот. Окей. После смотрим дальше видео. Потом заходим в Window, либо окно. Нажимаем расширение и Motion Bro. Потом у нас открывается такое окно. Нажимаем на папочку и нажимаем загрузить. Находим файл с пресетами, извлекаем его, открываем пресеты и выбираем пресеты. Находим A6 лист и добавляем его. Нажимаем ОК. Вот, как вы видите, у нас переходы появились. И можно будет теперь создать композицию, любую из двух файлов, из двух видео. Добавляем в новую композицию, нажимаем ОК. Можно расширить длину композиции и соединяем, сопоставляем, где мы хотим делать переход. Наводим курсор на переход, выбираем, что мы хотим сделать, например, Particles Slow, тоже красивый переход, и выбираем направление. Кликаем по направлению, и он автоматически ставится. Загружается и ставится.
Вот, поставился. Все, переход готов. Можно нажимать Ctrl-M и выводить видео. Они у меня загрузились. Можно какие-нибудь выбрать. Так, вот мы добавили 2 видеоролика. Открыли Motion Pro. И, допустим, какой-нибудь сделаем. Ну, не знаю, давайте какой-нибудь. Да, ну, Particle Slow прикольный тоже, да, о котором я говорил. Ну, давайте наводим на саму состыковку и добавляем. Один раз кликаем, он у нас добавляется. И смотрим, что у нас получилось. Итак, вот он у нас прорендерил. Это не обращайте внимания, это на самом видео у меня такой переход. Но, в принципе, давайте покажу, как вам зарендерить в готовый видеоформат. Выбираем тот участок, который мы будем рендерить. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl-M. Выбираем QuickTime. Если же у вас QuickTime нету, установите этот драйвер. Просто напишите QuickTime скачать. Это драйвер от компании Apple. Ну, нормально, вы его быстро скачаете. Выбираем QuickTime и здесь RGB также оставляем. Аудио можно оставить. Выбираем, куда сохранить. Рендеринг. Все, у нас выполняется рендеринг. Все, мы успешно применили этот переход. Точно так же работает и со всеми остальными переходами. Окей, надеюсь, вы поняли, как делать переходы. Если что-то не поняли или что-то непонятно, спрашивайте в комментариях, я сразу же отвечу. На этом вроде бы все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.